Вот, давай. Давай. Зацепись. Ага. Да ладно! Да ну нафиг! Ёпарасота! Да ладно, тихо. Антон Викторович, спокойствие. Фрикцион ослабить. Фрикцион подтянуть. А сачок-то далеко. А подсак-то далеко. Главное, чтобы бревен не было. Ничего себе. Ребята, это что-то серьезное. Против течения идет. Ешь холодечек. Бабушка готовила. Вкусный холодец, да? Всем привет, наконец-то мы доехали. Время уже 2 часа примерно дня. Сегодня 28 ноября, практически уже зима. И мы снова на самом низу Волги с Пыжом. Он в шоке, в недоумении. Долго искали место, нашли вот такой вот непроходной лес. Как мне кажется, вот здесь течение замедляется. Тут, похоже, должна быть ямка небольшая. Попробуем ее обловить, тут уже до моря рукой подать. Надеюсь, что-нибудь будет клевать. Сегодня мы с ночевой, поэтому такое огромное количество вещей. Я надеюсь, у нас что-нибудь получится. Сейчас выбиваем по-быстрому хоть пару мест для удочек и ставим. Жмых, червь, даже немножко живец у меня есть. Посмотрим, что из этого выйдет. Это время считаю самым лучшим для местных, для посещения дельты, низов Волги. Так как сейчас здесь практически никого нет. Далеко-далеко шумят моторы. Но с баз отдыха уже люди особо не приезжают, уже холодно, уже зима. Неизвестно, можно приехать и попасть в шугу, и по каналу особо не пройдешь. А мне сейчас здесь одно сплошное удовольствие. Поработать, распахать себе полянку, поставить удочки, класс и переночевать. Поехали. Уже полянку немножко выбил, в принципе, для пары удочек. Сейчас чуть-чуть, и можно будет ставить.
Камыш очень густой в этом месте. Фух. Запыхался как собака. Не хуже тебя будешь. Но зато согрелся. Идти на лодке больше часа. Холодно, однако. Достаем удочки. О, дендробена. И навозные, и зеленые есть. Сейчас то, что есть, какие удочки стоят. Дальше потом переделывать, наверное, буду. Сейчас, чтобы веселее было бытом, лагерем заниматься, удочки переделывать. Поставлю вот то, что есть. Прям пожирнее насажу. Посмотрим, а там будем уже плясать дальше. Там несколько штук. Пускай кушают. Посмотрим, кто здесь вообще есть, нет. Я надеюсь, что есть, потому что видно, что вот прям ямка закручивает течение, такая интересная. Это не зимовальная яма, ребят, даже не подумайте. Смотрите, никаких вешек нет. Она небольшая, расширения никакого здесь нет. Ниже метров 500 там есть запретная яма зимовальная. Там, да, там ловить запрещено. А здесь, пожалуйста, не считается зимовальной. Рыба, может, в ней, конечно, и зимует, но в перечне она не перечислена. Даже когда вы едете в Астраханскую область, помните, нужно обязательно изучить правила Волго-Каспийского бассейна, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Потому что здесь сначала идет предустьевое пространство. Ой, какая красота. Сначала идет предустьевое пространство запретное. На каждом банке оно свое, по-своему. Может и 10 километров, может где-то 5-2 километра всего будет по банкам по-разному. Узнайте, забейте в интернете, загуглите. Погрануправление узнаете, рыбоохраны. Все телефоны сейчас в интернете без проблем доступны, узнавайте. Чтобы не попасть в штраф, если не ошибаюсь, если не поменяли от 2 до 5 тысяч. С конфискацией. Конфискуют у вас удочки, конфискуют лодку. Все средства, которыми были незаконно добыты ресурсы, все изымается. Выписывается штраф и, пожалуйста, доставляетесь на берег и возвращаете уже там по порядку. Давно не был на рыбалке, очень давно не был на рыбалке. Вот, прям хотел попасть в эти места, успеть перед морозами. И буквально вот на этой неделе уже передают, что заморозки завтрашнего дня. Не знаю, как я переночую. И вот так. Оп, раз. Вот так, хорошо. Даже почти ее не несет. Отлично. Опа. Что, сразу поклевка, что ли? Даже колокольчик все поставить не успел. Тут течение-то особо не течет. Натяжка была. Ладно, ставим колокольчик, следующую удочку ставим. Вот, давай. Давай. Зацепись. Ага. Да ладно! Да ну нафиг! Ёпарасота! Да ладно, тихо. Антон Викторович, спокойствие. Фрикцион ослабить. Фрикцион подтянуть. А сачок-то далеко. А подсак-то далеко. Главное, чтобы бревен не было. Ничего себе. Ребята, это что-то серьезное. Против течения идет. Хорош.
Хороший сазанчик. Отличный сазанчик. Даже не знаю, как он там зацепился. Так, брат, вроде с кролик, бросать его нельзя. Надо его вести к сачку, подсаку. Боже мой, только приехал и сразу, оп, давай, сам ведет подсаку. Так, хороший сазанчик, отличный пацан, отличный парень, как всегда я. Чуть-чуть расплавим, возьмем подсак, опа. Не ожидал, просто, ребят, не ожидал, чтобы вот так вот две удочки поставить 28 ноября. И чтобы вот так вот сразу хлоп, сазанчик клюнул, да? Смотрите, вода прозрачная, уже зимняя. Я просто не ожидал. Ах ты. Ух. Вот это ух. Вот это, ребята, ух. Работаем за двух. Прям морской зимовалый. Да тут четверка. Не тройка, по-любому, мне кажется, четверка. Вот это красавчик. Вот это бомба. 15 минут и сразу. Вот это жор. Вот с этим, с червем взял. С подсадкой червя взял. Круто. Сам ледяной. И чисто за губу. Хорошо, что я не дернул. Все. Отлично работает все. Ну не зря. Пыш, не зря уже в такую даль ехали. Красота. Поклевывает немножко на всех. Потому что зимний клев такой слабый. Видно, что сазан есть. Он там потихонечку кормится этим жмыхом, но никак не зацепится, не возьмется за крючок. Все он потихонечку потягивает, а никак. Немножко потеплее было бы, были бы ярче поклевки, скорее всего. Вот так я сразу не показал. Один с червем у меня был сразу заряженный, второй был пустой крючок, а сейчас вот сделал с два с червяками. Пускай, я думаю, ему интереснее будет. Промысловые рыбаки. Рыбница пошла. Значит, еще идет путина. На многих банках уже путина закончилась, а здесь еще идет, значит. Опа. Тут прям была поклевка и здесь, и там. Никак. Слабо клюет. Еле-еле душа в теле. Нервы трепет. Палатку надо ставить. Может быть, еще одну удочку сделать. Они вот так вот подергивают. И никак не решатся. Вот это клёво, ребята, нифига себе! Вот это стоп-машина! Вот это стоп-машина! Просто на месте стоит. Нифига себе, я сдернуть его не могу. Просто на месте стоит. Ой, чуть фрикцион ослабил. Все. Вот это да. Вот это давит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, паря. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, паря.
Тихо, паря. Тихо, 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 тихо. Парень, тихо, тихо, тихо. Ты же зимовалый. Ты не должен быть сильно... Ты же не должен быть сильным. Паря. Тихо, тихо, тихо. Иди спокойненько. Спокойненько. Ты же зимовалый. Ты не должен сильно сопротивляться. Фу. Просто на месте встала удочкой. Я схватил, он прям нагнул. Я все стою, жду, типа там по чуть-чуть клюет. Должно этот, типа понемножку, по-зимнему. Главное, не завел, чтобы никуда. По-зимнему, чтобы типа этот схватить, типа подсечь. Ёпарас, это что за мамонт? Это нифига себе. Не порви, не порви, не порви. А фрикцион не могу ослабить. Не могу. Потому что... Чисто спиннингом буду отыгрывать. Ослабить не могу, потому что в корши уйдет. В корни. Сюда пошел уже. Куда-то. Тихо, 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 тихо. Он эту удочку собирает потихоньку. Ёшкин кот. Вот это ёшкин матрешкин. Ага. Туда вышел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А давай вот сюда вот. А давай, братишек, сюда. Давай, 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 давай. Да ну нафиг. О, там, ребятки, там хороший экземпляр. Хороший будет, когда на берегу. Меня так учили. Вот это там Степан Разин. Вот это Степа. Дядя Степа. Да ну нафиг. Тихо, 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 тихо. Пожалуйста. Пожалуйста. Не... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Вот это мамонт! Пыш! Вот это мы удачно зашли! Вот это мамонтище! По-моему, больше моего рекорда в этом году. Больше. Неужели больше 9? Офигеть! Тихо, Антон Викторович, успокойся. Вот это да! Вот это ничего себе зимний сазан! Вот это я не зря вот этот камыш ломал. Пыш, мы на сегодня норму выловили. Все. Нужно спокойно ставить палатку. Больше удочек мы с тобой ставить не будем. Вот, 3 удочки и достаточно. Максимум сейчас одну вот переделаю, она слишком коротковатая какая-то получилась. И может быть вот эту вот переделаю тоже под жмых. Вот это паря. Вот это ничего себе. Вот это мамонт. Одной рыбой норму сделать слабо. Вот это... Тихо-тихо, там еще свал. Надо подальше его убрать. Вот так. Вот сюда. Это. О. Вот это теленок. У меня и мотор не заводился. Как он зацепился? Ну вообще как-то сбоку зацепился. Ничего себе, он может быть уже отцепился, по новой зацепился. Зимний такой клев, мягкий, слабый. Ну, он по чуть-чуть его, по чуть-чуть рассасывает, пробует. Вот это он сбоку вообще как-то зацепился. Как я его вытащил. Крючки классные. На красного червя получилось. Вот это да. Вот это теленок. Вот это мамонт. Опа. Всем рыбам рыба. Вот это рыбеняка. Вот это класс. Вот это да. Вот это я понимаю, рыбалка. Да. Тут руки выставлять не надо.
И так все понятно. Вот это паря заглянул на огонек. Класс. А что уже готовить-то сегодня буду? Что-то мелочи даже нет. Какую-нибудь мелочишку бы поймать бы. Класс. Не успеваю удочку тут поставить. У меня вот здесь поклевка на этой удочке. Она нифига не крутится. Она нифига. Пошла. Пошла наматывать. Ёпарас, это что такое? Это предзимовалый жор, что ли? Ого. Вот это да. А удочку это прям близко поставил. Блин, она вся в затяжках. О, нормальный сазанчик на еду. На еду, иди сюда. Я тебя пожарю сегодня. Вот это предзимовалый жор. Или он что, или он не законник? Я его так подниму. Опа, да какой же не законник? Законные 40 сантиметров. О, он мне на еду. Пыш, мы еще и с едой. А то я думал, что есть-то будем с такими монстрами. Но тут вот как раз такой. Вон, смотрите. Больше, чем по локоть. О как. Класс. Отлично, прям на еду. На жареху сегодня. Фу, надо срочно ставить палатку, оборудовать место. Здесь под палатку надо как-то это все разбить, выбить. Сложно будет, потому что корни будут торчать в спину. И что-то успеть какой-то стол организовать на ужин. Я еще даже не обедал. Ну супер. Вот такую полянку получилось выбить под палатку. И вот так каждый сантиметр нужно пройти. И корни пробить. Значит потом будут в спину втыкаться. Времени уже полно. Темнеет потихоньку. Срочно палатку ставить, все приготавливать. Свет, фонарики. Фу. Интересно, что ночью будет? Будет хоть одна поклевка ночью, интересно. В это время года. Я, конечно, в шоке. Вот, век живи, век учись. Вот так вот удочки стоят. Вот здесь вход в такое незаметное логово. Там палатка сейчас будет стоять. Фу, погнали. Только забросил, смотрите, что творит. Только забросил. Причем недалеко бросал. Да, слабо, по-моему, уже. Стоит. Стоит товарищ на месте. На месте, говорит, стой. Это, походу, небольшой так. Трепыхается. Вон как повел. Ух. Да вот какой небольшой. Нормальный там сазан. Да. Такого я не ожидал, честное слово. Кто бы что ни говорил, но в ноябре. Посмотрим, какой из них крупнее. Ай! Он прям четко в рот. Именно на червячка. Это, блин, хороший сазан. Ушел хороший. Хороший, когда в руках. Ну вот, уже уютненько. Фу, палатку успел поставить. Теперь надо все загрузить, все вещи, все разложить, и все будет огонь. Ну как, тут у нас что? Все на месте. За шорохом камышей и колокольчики не слыхать было. Вот это вроде немножко работает, но вяло. Мы теперь точно знаем, как они клюют, хоть и зимой. Клюют так, что мама не горюй. Вот так. Покормим тебя хоть, Пыш. Хвостом звенит. Удочку задевает, звенит. А то все говорят, что я тебя не кормлю. Ешь холодечек. Бабушка готовила. Вкусный холодец, да? Вот это еда, я понимаю, на рыбалке. Пыжу приятного аппетита, а вам приятного просмотра.
Начинаем сейчас рыбку почищу. Будем жарить уже в темноте. Свет у меня сегодня вроде хороший есть. Сейчас включу. Одна удочка так и хочет зазвенеть. О, гнет опять. Пару раз уже звенело. Ну, в общем, был выход такой вечерний. Прям сами видели, они прям подряд клювали. И все, потом тишина. Перенасаживал, поправлял. Сейчас тут гнут с вершинки. То ли рыба там внизу настолько скопилось ее много, что она там перекатывается, леску задевает, то ли что. Ну, пару раз были прям звонкие поклевки. Посмотрим. Можно сказать, эксперимент. Будет ночью клювать в ноябре, в конце ноября, почти в декабре, перед морозами. Завтра уже обещают мороз, тут даже чувствуется. Пар идет изо рта. Мы пока рыбку пожарим. Да. По-моему, вкуснее ничего быть не может, чем то, что добыл своими руками, вот именно в этот вечер, на рыбалке или на охоте. Тут же приготовил. Это просто божественно. Не последнюю роль здесь, конечно, играет голод, холод. Но вот эти две приправы, голод и холод, они очень хорошо влияет на приготовление пищи, на качество приготовления пищи. Астраханские пальмы. Больше 4 метров высота. Звезды на небе, мороз будет, уже похоже мороз, но камера, к сожалению, не берет. Красота, рыба плещется, лебеди летают, кричат. Просыпаюсь утром, а тут картинным маслом. Думаю, что-то прохладно было. Вечером вылазил по малой нужде и до конца не закрыл. Закрыл только москитную сетку и все. Наполовину дверь, короче, открытая была. Черви вон замерзшие все. Минус был. 3 пачки червей замерзло. Вот такая вот рыбалка. Не знаю, что у меня там еще пачка есть в пакете. Замерзла, не замерзла. Эти черви уже, наверное, бесполезные. Пойдем посмотрим, что там дальше у нас. Там пыш у меня здесь ночевал. Теперь сейчас уже там лазит. Ну что ты? Вынь весь. Вот это настоящая лайка. Инеем покрытая. Чего ж ты сюда сразу опять еще не залез, пыш? Неужели тебе на морозе? Ох, красота какая. Все в инее. Все покрыто инеем. Абсолютно все. Фу, хотел сказать, удочки одной нет. Не увидел, она у нас камыша торчит. Это просто похоже снесло. Да, хороший морозец, похоже, был. Зима, как-никак.
Мороз. Я еще с открытой дверью поспал. Как яму крутит красиво. Красота. Эх, червей подморозил. Ну, значит, сейчас будем ставить джиг. И, наверное, джиговать. Вот эта удочка непонятно. Да и вот это тоже вроде как-то воет. А он вроде дергает. О, как приятно будет по такому морозу сейчас. Теплый чай. Термос клал с собой спальный мешок, чтобы потеплее было. Не знаю, насколько он тепла прибавил. Но, в принципе, я особо не замерз. Ночь спал хорошо. Даже не знаю, сколько сейчас времени. Но, судя по тому, что светло, наверное, уже 8, а то и больше. Или около того. Газ даже не мог зажечь. Он был подмороженный. Пришлось его засунуть за пазуху, подогреть. И только потом разжигать. Не хотел гореть. Пыш, иди сюда. Иди ко мне. Иди. Что-нибудь тебе даже сейчас завтрак какой-нибудь соображу. Красавчик мой. Вот кто точно не замерз. Ну, чайку пыжу налил. Можно и бутербродик с салом дать. С чесночком. Эксперимент. Вода-то в бутылке замерзла. Маленький. Сделал маленький огонь. На газовую горелочку поставил вот бутылку. Я думаю, не расплавится, не прогореть, ничего не должна. Хочу воду вот таким образом оттаять. И подогреть, может быть, даже. Посмотрим, что получится. Ну вот. Растопил лед. Прекрасно. Теперь ставлю в чашку. И уже кипячу. Дальше доводить до кипения не буду. А то вон внизу какая штука образовалась. О, рыбаки уходят. Сразу не заснял. Секрета вывозят. Я думал, уже давно все вывезли. Они он с первыми морозами уходят домой, чтобы свои промысловые сети не вморозить. Только уходят. Наверное, лов был. На остальных банках я видел, что уже ушли. Здесь еще уходят. Червей пытаюсь реанимировать. Поставил чаек и мягенько пытаюсь отморозить. Что-то вроде кто-то даже шевелится. О, ребят! Да у меня, по-моему, есть червяк. Как же приятно, ёшкин кот. Как же его теперь сохранить, чтобы он не замерз? Все равно мороз дает. Сейчас позвонил домой, говорят, в Астрахани было -6. Мне здесь, кажется, все -8 было. Ну раз черви в палатке даже замерзли. Круто! Они отходят, пыш. Еще пару часиков половим. Пробуем зеленых реанимировать. Они более нежные. Даже не знаю, получится, что нет. Смотрите. И зеленые отогрелись. Если честно, я не ожидал. Вообще бомба. Сейчас у меня еще одна пачка дендрабена есть. Тоже попробую отогреть. Эти все перезакинул на свежих червяков. Пожирнее насадил. Ну, интереснее, конечно, так, когда... Всю ночь охранял хозяина. Можно и отдохнуть немножко. Время уже 11. Ничего до сих пор не оттаяло. Да, похоже, это последняя рыбалка по жидкой воде. Да я, в принципе, на это, ребята, надеюсь. Хочется уже на лед. Хватит уже почти декабрь сазанов ловить на жмых. Ну вот, уже почти собрался.
Время 12 дня. Вроде как самая жара. На самом деле разогрелся воздух очень хорошо. Но ни одной поклевки так и не последовало. Были так вяленькие немножко. Скорее всего, играет свою роль свой климат, который под водой. Давление выросло очень сильно, но больше всего влияет температура воды. За ночь при минус 6 температура опустилась. И даже температура хотя бы на градус, изменение температуры, очень сильно влияет на клев. Все, не клюет, как урвал своих сазанов перед льдом. Смотрите, сколько простояло. И не зацепленное, ничего. И жмых в идеальном состоянии, и даже черви не поедены. Удивительно, значит, в этом месте ни тарашки, ни мелочи, ничего нет. Ну а сазан перестал уже питаться. Сом давно, походу, перестал питаться. Вот так. Это детина. Вот это ребятенок. Настоящий трофей. Настоящий красавец. Фух, счастья нет предела. По нулям. $300. Самец. Если была бы самка, были бы все 4. Потому что он длинный. Хороший сазанчик. Но 3300. Но все равно неплохо. По нулям. Килограммы. Офигеть! Ну, по-рыбацки 10,5. А для всяких эстетов 10,440. Обалдеть! Честно, я даже не верю этим показаниям. Как? Если честно, я в шоке. Ну, я думал, что он десятка, но всегда у рыбака глаза горят на рыбу, особенно сейчас вот перед зимой. Это просто счастье, и счастье сразу увеличивает, умножает на 1,5, на 2, по-разному, у всех по-разному. И сейчас бах, и он 10,5, 10,440. Еще раз перевешу. $10,500. И на этой мажорной ноте мы завершаем, я так думаю, сезон открытой воды. В принципе, что получается? Я вчера даже не мог уехать с этими 2 сазанами домой, потому что считается перелов, и того, который поменьше, мне пришлось бы отпустить. У меня один сазан сделал норму, больше 10 килограмм. И то, что я остался ночевой, я отдохнул. Уезжать вчера уже поздно, смысла не было, просто темно, опасно, по воде ездить ночью это, во-первых, запрещено, а во-вторых, это небезопасно, это очень опасно. Ну а во-вторых, я сегодня с законом со своими, получается, чуть ли не 14 килограммами возвращаюсь домой. Я думаю, тот сазанчик еще тоже на двушку был примерно, в итоге 16 килограмм. Практически 2 нормы за 2 дня я сделал. Ну, если с пыжом считать, то мы вообще красавчики. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи под водой, над водой, на рыбалке и охоте и просто в путешествиях. Пока. Вот так смотришь по карте. Вроде здесь вода должна быть. Яндекс, Google показывает. Вода, частина огромная. А прошел вот почти 500 метров пешком. И вот только теперь ясно, что сухо. Уровень Каспия низкий. В раскатах воды нет. Так бы отличное место для охоты. Просто бомба.
но земля. И уже лед. Первый ледок подмораживает. Вычислил, пришел за мной. Так убежал куда-то в сторону, я пошел на разведку. Выбежал, испугал. Хоть нарезвиться. Вон сколько следов хищника. Это уже пыш, а вот от хищника следы. Ищи! Ищи! Давай, 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 ищи, 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 ищи! Декабря. Астрахань. Смотрите, смотрите, меляк, ледок, и там все мутное. Караси бегают, кормятся. Провалюсь, нет? Жутковатый ледок. Такая бороздочка сюда караси заходит на кормежку, видать.